the Harlem Shake. Всем привет, подписчики! Меня зовут Пелла Евбак, и я собираюсь защищать очередной кринж в интернете. Я гордый воин и борюсь за права людей заниматься безобидными хобби, без травли и осуждения. Если же вы видите меня в первый раз, или вы со мной знакомы, но по какой-то причине не смотрели мое видео про кринж-культуру, то я настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться, так как сегодняшняя тема напрямую относится к той, которую я разбирала в предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Либо же вы сами можете найти видео на канале, если не лень. Я, кстати, хочу поблагодарить вас за такой огромный фидбэк под этим видео. Его посмотрело так много людей. Даже кто-то на стриме глянул. Класс! Спасибо! Сегодняшняя тема будет ос-канон, селф-шип, селф-инсерт и в общем шиперство себя, вашего персонажа с каноничным персонажем. Я расскажу общую терминологию, как и зачем люди этим занимаются, немного про опыт селф-шиперства, а также постараюсь доказать, почему это не вредит фандомам, почему это не настолько плохо, как люди привыкли думать, ни черта сьюхи, и почему к этому стоит относиться проще. Тема не сильно знакомая российскому арт-сообществу, а также вызывающая какой-то особый бугурт у любителей побороться за чистоту фандома и потыкать него пальцем с криками, какой он испорченный из-за наличия контента, который им не нравится. Не знаю, по какой причине, но в русскоязычной части арт-комьюнити к этой теме проявляется особая ненависть, в то время как в других, к примеру, англоговорящим и азиатском фандомах, к этому относятся более лояльно, либо вообще нейтрально. Скажу сразу, что вас никто не заставляет любить те вещи, о которых я буду говорить. Видео создано для того, чтобы вы могли узнать об этом, изучить другую точку зрения и сделать свои выводы. Я лишь призываю относиться к безобидным увлечениям других проще. Вы все еще можете считать это кринжом, однако быть кринжом не стыдно. Также в этом видео не будет охватываться шип-дискурс касательно проблематичности какого-либо пейринга. Точнее, об этом будет сказано лишь частично, в части про шиперство себя, своего оса со злодеями. Если же вас это волнует проблематичность, то для вас есть вот эта пометка. Прежде чем я начну объяснять базовые термины этого явления в фандомах, я хочу вас кое-кем познакомить. Пол, поздоровайся со зрителями. Здравствуйте, подписчики данного канала. Я Пол Евдет. Я не шиза-автора, а так скажем более серьезная личность, разбирающаяся во всяком кринже и трэше из различных уголков интернета. Я буду появляться здесь, чтобы подушнить и разъяснить что-либо. Пол, пожалуйста, начни объяснять зрителям, что такое селфшип, ос-канон и другие смежные термины. Хорошо, Пела, приступим к объяснению. Что же вообще такое селфшиппинг и ос-канон? Я буду разжевывать каждый встретившийся термин по ходу повествования, чтобы не было лишних вопросов в комментариях. Начнем с первого. Селфшиппинг – это часть шиперского фандома, ориентированный на шиперство себя, селф-инсерта с каноничным персонажем, в то время как ос-канон – шиперство своего персонажа, чаще всего фанатского по какому-либо фандому с каноном. Если человек шиперит себя с двумя или более персонажами, это полишип. Не путайте с селф-цестом. Селф-цест обозначает шиперство персонажа с самим собой или другой его версией. Self-insert обычно определяется как вымышленная версия вас самих, сонна или персонна, которая воплощает ваши мечты и фантазии в рассказе или, чаще всего, в фанфике. Self-insert может лишь немного напоминать вас, он не обязан быть вашей полной копией. Если что, сона – представление о себе как о человеческом персонаже. Она может быть либо идеализированной версией, например, более харизматичной и привлекательной, так сказать, оригинала, либо реалистичной по отношению к себе. По терминам этого слова является фурсона. Селфшиперы могут создавать или заказывать контент, такой как рисунки с собой, селф-инсертом со своим ФО, или же fictional other. Не знаю, как правильнее перевести, таким термином обозначают персонажа, с которым себя шиперят. Писать фанфики, рассказы, делать мудборды и так далее. Отдельно хочется выделить написание неких фанфиков, чаще всего небольших, с названиями типа «персонаж», например, Мидосуджи Акира из «Трусливого велосипедиста» делает что-то. Например, катается на велосипеде в осенний вечер с Your Name, на русском «ТИ», твое имя. Очень часто такое пишут и с несколькими персонажами из какого-либо фандома одновременно, в деталях описывая их реакцию на что-либо и их действия. Это может быть таки на СФВ, так и нет, с любой тематикой. Такое пишут не обязательно селфшиперы, но такой контент сами селфшиперы очень любят. Также не все, кому такое нравится, селфшиперы. Существует огромный спектр способов самовыражения у селфшиперов, как и у любого другого шипера со своим ОТП.
Также пэринг может быть с любыми отношениями, будь то романтическими, сексуальными, платоническими, семейными или иными отношениями. Эти шиперы могут быть любого возраста, а не только дети, любой ориентации, даже сексуалы. Некоторые селф-шиперы также могут считать себя фикторомантиками или фиктосексуалами. Если что, это характеризуется сексуальным или романтическим влечением к вымышленным персонажам. Но это совершенно не обязательно. В сообществе существуют еще такие важные термины, как doubles, обозначающие людей, у которых такие же романтические ФО. Некоторые селфшиперы могут предпочесть не взаимодействовать с теми, у кого ФО схожи, из-за ревности или соперничества. Существует ошибочное представление о том, что все селфшиперы не принимают doubles, однако они могут быть более открыты и принимать возможность делиться подобными вещами и вести беседы с другими селфшиперами об их общих ФО, понимая, что у обоих может быть возможность наслаждаться своими пейрингами. Также есть другие термины японского происхождения, такие как юмэдзёси, обозначающий девушку селфшипера, и юмэданши, парень селфшипер. Западное сообщество придумало более нейтральные термины юмэджин, юмэбито, юмэхито. Нейтральным названием для любого, кто занимается селфшиппингом, является просто юмэ. Больше японских терминов я не буду разбирать, этих вполне достаточно. Они достаточно любопытные и используются не только японским сообществом. Фандомы, в которых я наблюдала больше всего селфшиперов, чаще всего популярные, что очевидно. Например, фандомы различных аниме. Также их много во слэшер-фандоме, фандомах визуальных новелл, в особенности симулятора свиданий, и Stardew Valley фандоме. Спасибо, Пол, за объяснение. Теперь душнить уже буду я. Я буду отстаивать позицию, что селфшипы и осканон-шипы хорошо для фандомов и не делают их хуже. Селфшипы и осканон помогают развивать креативность в фандомах и создавать интересные истории, дают фанатам возможность исследовать своих любимых персонажей новыми и захватывающими способами, помогают создать ажиотаж вокруг различных фандомов, поскольку дают фанатам что-то новое для обсуждения. Их можно использовать и как способ общения с другими поклонниками какого-либо произведения, поскольку персонажи часто могут быть источником взаимопонимания между фанатами. Многим людям может просто нравиться персонаж, и они хотят проявить к нему любовь таким способом. Селфшиппинг может быть хорошим способом для людей исследовать свою собственную идентичность и самоощущение через призму вымышленного персонажа, с которым они себя идентифицируют. И, наконец, это весело и полезно. Это отличный копинг-механизм, который может служить буквально самотерапией. Он потенциально может помочь людям, страдающим от проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия или тревожность, помочь снять стресс и тревогу, отвлечься. Он может служить творческой и продуктивной отдушиной и убежищем от реального мира, позволяя людям выражать свои внутренние эмоции и начать исследовать свой внутренний мир. Селфшип может обеспечить чувство безопасности и комфорта. Я даже больше скажу, я не считаю это чем-то новым. Мне кажется, с самого начала зарождения такого понятия, как фандом, находились люди, которые так проявляли любовь к персонажу. Эта тема не должна быть запретной или порицаться обществом так сильно. Просто позвольте людям веселиться или получать таким образом терапию. Для некоторых такие пейринги буквально заменяют вредные привычки, такие как алкоголь, вещества или self-harm. Так почему же любить какого-то персонажа и представлять с ним кого-либо, кроме другого персонажа из того же фандома, грех? Я видела художницу, больную раком, которая справлялась с огромным стрессом от вечных походов к врачу и операций с помощью селфшипа. Еще я видела художницу и писательницу-вдову, шиперящую себя с персонажем, похожего на своего ушедшего из жизни мужа. Селфшиппинг буквально помог им жить дальше, и таких примеров наверняка найдется еще больше. Он по факту никому не вредит. Но, видимо, по мнению антишиперов, они должны были забить на себя и просто, не жить, а то совсем оборзели портить фандомы, потому что они грустинку словили. Меня раздражает стигматизация, связанная с селфшиперами. Их выставляют обычно как маленьких, помешанных на персонажах девочек, которые делают из персонажей гарем, строят кучу ос-фанфиков, оставляя нетронутой лишь внешность персонажей, а также и ее изменяя под себя. Несмотря на то, что я не могу утверждать, что таких людей в селфшип-комьюнити нет. Я не могу сказать, что каждый селфшипер какой-то странный или поехавший, или разрушает фандом своим творчеством. Если не брать во внимание некоторых детей, то люди обычно изучают о персонаже все, прежде чем шиперить. Они могут знать о персонаже буквально каждый факт и потреблять все доступное медиа с ним. У них есть причины любить персонажей больше, чем за внешку. Или, они крутые, гг. Это якобы рушит канон? А рисование порнографии не рушит канон? А рисование порнографии с канонично сексуальными персонажами? А шиперить персонажей канона друг с другом, например, когда они в произведении максимум имя друг друга знают. Блин, странновато как-то. Не затирал про ломание канона человек, который шиперит каноничного гея с каноничной лесбиянкой.
Наверное, это просто я чего-то не понимаю. Продолжим. А редизайны персонажей не ломают канон? Ведь их меняют внешне, а порой могут буквально их переписать. Рисовать гендербендеров с мужскими персонажами, где они на себя не похожи, но зато с огромными сиськами, это не ломание канона? Рисование панификаций, гуманизации для персонажей, не людей, создание АУ, фанатских произведений. Уместно ли это вообще в фандоме? Если вы на все ответили «да», то вам явно стоит держаться подальше от фандомов. Возможно, это не ваше. В принципе, рисование фанарта, написание фанфика может сломать канон. Фанаты имеют свое видение персонажа, и даже если они особо постараются, то в очень редких случаях могут прописать или нарисовать персонажей так, как это может сделать автор. Это же не их персонажи в конце концов. Это нарушает авторское право? Нет. Любое шиперство не является нарушением авторских прав, хотя использование персонажа для шиперства технически является использованием материалов, защищенных авторским правом. Это не делается таким образом, который нарушал бы законы об авторском праве. Материал не используется для коммерческой или финансовой выгоды. Заказывание комиссионов селфшипом тоже не считается нарушением авторского права. Хотя комиссионы могут включать в себя рисование или создание контента с использованием персонажей канона. Это не обязательно считается нарушением АП, поскольку контент создается для личного использования, а не монетизируется или продается в коммерческих целях. Нарушение авторского права связано с несанкционированным использованием материалов, защищенных АП. Таким образом, в данной ситуации селфшип попадает под юридические параметры добросовестного использования и не нарушает закон. Нарушение же может быть только в тех случаях, когда после создания комиссиона он монетизируется. То есть, если кто-то начал продавать комиссион или использовать его в качестве товара, то это будет считаться нарушением АП. В принципе, использование любых чужих артов без согласия автора для продажи, например, создание мерча – нарушение. Но люди тоннами скупают с того же Вайлдберриса или Озона нелегальный мерч с артами фанатов какого-либо ФД, не спрашивая их, а порой арты самих авторов каких-либо инди-проектов. Например, создательницы Бойфренда Гроба. Но почему-то, по какой-то неведомой мне причине, людей это волнует меньше, чем селфшип. Может ли это поменять канон? Нет. Каким образом рандом из интернета может испортить или повлиять на устоявшийся канон? От его рисунков или писанины основной канон никак не меняется. В целом, селфшиппинг не влияет на установленный канон медиа для изображения персонажа. Это деятельность фандома, которая создает отдельные и альтернативные реальности для фанатов. Он существует за пределами канонических материалов. Конечно, не отрицая, что существует фанон, но фанон – это именно что-то фандомное, восприятие персонажа, и какое-либо фаномное восприятие персонажа может укорениться в фандоме. И фанон иногда может пересекаться с селфшиппингом, поскольку некоторый контент для селфшиппинга может основываться на фанатских интерпретациях персонажа и динамике отношений, а не на материалах канона. Селфшип – любое фанатское творчество, каким бы плохим и всратым оно не было, не способно поменять канон или сделать произведение лучше или хуже. Большинству людей вообще может быть плевать, на что происходит в фандомах, и они просто наслаждаются произведением. Это неуважение к автору? Нет. I'm killing you. I'm killing you. I don't care about anything else. I don't give a shit about anything else. По крайней мере, в большинстве случаев. Я уверена, что почти всем авторам плевать на такое, в особенности авторам суперпопулярных произведений. Авторам Геншина плевать на ваши арты, осканоны. А в фандоме вообще какая-то жесть происходит и похуже. Многие создатели каких-либо произведений – это огромные компании и корпорации. Им нужны от вас деньги, и чтобы вы в принципе интересовались их проектами. Что касается инди-студий или вообще минимального количества людей, стоящих за созданием вашего любимого медиа, то они либо не против, либо им все равно. А тот же Осканон для меня никогда свежеством не был. Осканон база, кстати, это хороший способ проявления любви к персонажу. Подобных персонажей мало кто делает, да даже если... Это ведь фан творчества, но это же прикольно. Вот авторам, наверное, многим реально... Вот мне было бы прикольно почитать, как вы видите, вот как какой-нибудь человек, который читает Алкиона, такой, блядь, а вот я бы хотела своего персонажа сшиперить с Ардером. Вот мне интересно, как они будут взаимодействовать в формате отношений. И он такой, блядь, запишу фанфик. И там... прикольно почитать, что человек думает о моем персонаже, как он его видит. Типа, это ж прикольно, ты наоборот сводишь чего-то персонажа со своим, то есть тебе он настолько понравился, что ты готов встречаться с этим персонажем. Я не знаю, это пизда. А автор моей любимой трилогии игр Лиза вообще сказал, что любой фанон – это канон, лол. Кстати, очень странно говорить про какое-либо неуважение авторов, когда те же ненавистники селфшиппинга наверняка сами не проявляют должного уважения к инди-авторам, к примеру, к авторам Welcome Home, Файлы Уолтона и другим авторам каких-либо произведений, которые они делают либо полностью в одиночку, либо с небольшой помощью других людей. Их воспринимают как машин для производства контента, а не как людей, а также плюют на их просьбы не создавать, не публиковать публично какой-либо контент с их персонажами.
Также люди могут сказать, почему эти тупые шиперы не могут создать похожего персонажа на того, с кем они хотят себя шиперить? А разве это не проявление неуважения к автору и плагиат, нарушение авторского права, если оригинальный персонаж будет чуть ли не со слизанным дизайном оригинала? Но зато не ужасный селф-канон шип. Хочу добавить, что как некий владелец небольшого фандома визуальных новелл, я совершенно не против шиперства с моими персонажами. Люди делают фанатских персонажей и рисуют арты, пишут посты всякие прикольные. Я даже слышала о ролеплей-беседе с осами и каноном. Почему это должно мне не нравиться? Люди проявляют любовь и интерес к моим персонажам, они им нравятся, они самовыражаются. А еще я тоже баловалась ос-каноном и селфшипом, хех. Например, я шиперила своего бывшего фанатского персонажа по бойфренд до гроба с Лоуренсом Олеандром, пока еще была в фандоме. А еще я шиперила саму себя самообещевателем из Darkest Dungeon. Как видите, фандомы от этого не сдохли, а создатели игр не взорвались и не стояли передо мной на коленях, умоляя остановиться. Меня удивляет еще то, что люди могут негативно относиться к соулшиппингу даже в тех фандомах, произведения которых это более чем уместно. Например, в фандоме визуальных новелл, дейтимов. Я видела некоторых рандомов, которые срут за шиперство с персонажами, которые буквально созданы для свиданий. У меня это в голове вообще не укладывается. Людям либо завидно, что люди в этом фандоме могут себе позволить практически без осуждения, либо у них нет своих хобби и увлечений. Что ж... Я подушнила про анти-селфшиперов, так что под конец мы разберем последние две интересные темы. И на этом мы, наверное, закончим, перед этим рассказав про пару минусов селфшиппинга. Хотелось бы обсудить шиперство с реальными людьми. Такое я чаще всего осуждаю, особенно с детьми, если такое вообще есть. Надеюсь, что нет. Шиперство селф-инсерта и реального человека не обязательно является селфшиппингом. В селфшип не включаются пейринги с реальными людьми. Это другой тип шиппинга, то есть РПФ – Real Person Fiction. Возможно, каким-нибудь BTS или суперпопулярным блогерам, в особенности зарубежного ютуба, плевать, что с ними рисуют и их вообще шиперят. Однако я считаю, что в некоторых случаях это действительно может быть неуместно, странно или даже стрёмно, тем более, если это делает взрослый человек. Конечно, есть блогеры или публичные личности, которые не против, или им все равно. Однако шиперить себя с реальным человеком потенциально может считаться сомнительной с моральной и этической точек зрения, в зависимости от обстоятельств, характера отношений и содержания. Это потенциально может пересекать границы морали и приличия и может восприниматься как нарциссизм или неуважение к человеку. Таким образом, этот тип шиперства можно рассматривать как зацикленность на себе и эго, одержимость реальным человеком, а не как здоровую форму самовыражения. А еще все-таки персонажи нереальны, а у людей есть чувства и все дела, поэтому такое я осуждаю. А теперь поговорим про любовь к злодеям. Тема может растянуться на час, если не больше, поэтому кратко. Романтизация злодеев – сложный и противоречивый вопрос. С одной стороны, некоторые считают, что романтизация злодеев может рассматриваться и как оправдание или даже прославление их действий, потенциально преуменьшание влияния и вред, которые они причинили. Те, кто выступает против романтизации злодеев, также считают, что это может представлять злодеев привлекательными для аудитории, вместо того, чтобы показывать их такими, какие они есть на самом деле. Однако другие утверждают, что романтизация злодеев может быть способом исследовать и раскрыть сложность их эмоций и мотиваций, позволяя более детально понять их мотивы и действия. Я же думаю, что пока человек на полном серьезе не оправдывает ужасные, максимально неправильные действия персонажа и не занимается ничем нелегальным, то все окей. Кроме того, злодеи могут предоставить возможность селфшиперам проработать свои собственные негативные эмоции и травмы через отношения с вымышленным персонажем-злодеем. Например, пусть селфшиперы описывают сценарии, где они перевоспитывают злодея, или будут представлять себе сотрудничавшим с каким-либо злодеем из медиа, чем будет симпить по реальным преступникам, вроде иркутских молоточников или Джеффри Даммера. В фикшене можно простить, может и не все, но многое. Закончим видео перечислением минусов селфшиппинга. Хотя, скорее, это касается любого хобби, но селфшиппинг может превратиться в навязчивую идею, а навязчивая идея может превратиться в одержимость. Это не следствие селфшиппинга, все зависит от человека, его предрасположенности к подобному поведению. Если селфшиперы сильно зацикливаются на этом хобби и начинают воспринимать это слишком серьезно, это может привести к нездоровому уровню привязанности и одержимости. Кроме того, они могут быть настолько поглощены своим пейрингом, что не в состоянии распознать разницу между реальностью и вымыслом, что может привести к развитию у них нездорового или даже опасного поведения. Они могут часами проводить, разговаривая с ботами, не делая ничего, кроме употребления и создавания контента по пейрингу. Конечно, это случается редко, в основном с теми, кто и так был психологически нестабилен, и винить в этом селфшиппинг то же самое, что винить жестокие игры в подростковых преступлениях. Однако стоит заниматься таки в меру и не забивать на свою жизнь.
Также людям, шиперящих ос-канон, стоит быть аккуратнее. Не агриться на другие пейринги с этим персонажем или на их другие ос-канон. Вы имеете полное право не любить их, это нормально. Главное, не лезть к ним, навязывая свои правила. Не взаимодействуйте с теми, кто вам не нравится. Это относится к тем, кому явно противный ос-канон. Также на этом все. Надеюсь, не слишком сильно надушнило, и это заставило кого-то поменять свое мнение о селфшипе. Подписывайтесь там на соцсети и играйте в мои игры, но будьте осторожны, контент не для всех. Я рисую Гура и не цензурю его. Всем спасибо за просмотр, с Новым годом, все дела. Всем пока, с вами были Белла Пол. Помните, что не стоит стесняться своих безобидных хобби. Посмотрите под конец спидпейнт моего рисунка.